Итак, всем привет! Сегодня у нас на обзоре популярный китайский беспроводной Pen DK Lab, которым активно уже работают многие мастера на постсоветском пространстве, судя по отзывам на Алиэкспрессе. Попал он ко мне на ремонт. Сейчас расскажу, собственно, почему попал на ремонт, и сделаем кое-какой тут кратенький обзор, такой технический чисто. Вот, собственно, почему попал на ремонт? Владелец пытался снять эксцентрик, вот, без ключа. Естественно, метод называется подковырнуть и снять. Ну и, собственно, пришел к нам с проблемой, что машина начала греметь. Вот, видите, такой уже подранный эксцентрик. Собственно, пытался он его вот туда снаружи поддеть, снять. Открутить шестигранник у него не получилось по какой-то причине, но и снять его не получилось. Но зато получилось успешно погнуть вал двигателя, из-за чего машина начала тарахтеть. Да, поскольку мы уже скрутили, все вы знаете, что это обычный поворотник. Все это есть, в принципе, на фотках на Алиэкспрессе. Здесь вот стоит такой вот маленький no-name движок китайский. Достаточно, кстати, качественный эксцентрик. Вот за это большой плюс китайцам, потому что часто они в плане эксцентриков достаточно халтуру лупят. Тяжело найти тачки с нормальными эксцентриками, а именно, чтобы использовались массивные подшипники хорошие. Вот. Визуально вся эта байда, конечно, показалась мне достаточно громоздкой. Почему-то я держал в руках флюкс, то есть все вы понимаете, что это копия на флюкс. И флюкс мне показался визуально почему-то чуть-чуть меньше в диаметре, хотя не сравнивал две машинки вместе. То есть, итак, диаметр держака у нас 36 миллиметров, диаметр жопки 34. И общая длина штангенциркуля не хватает. Порядка там, наверное, 146, но есть в описании. Итак, здесь регулировка. То есть, по сути, банка такая же копия, как и банка во флюксе. То есть, дизайн весь Pigeon. Здесь два контакта, здесь... Да, все вы знаете, что у этих тачек была беда с регулировкой напряжения, то есть и они пофиксили это все дело, то есть сейчас типа все показывает ровно, мы это еще проверим, но на их месте я бы сделал здесь какую-нибудь маркировку, что это уже типа новая версия, потому что, покупая тачку, ты никак вроде не понимаешь, с каких запасов ты ее берешь, со старых, с хреновой там регулировкой, либо с новой. Вот. Проблема в чем? То есть из-за кривого вала вы слышите, что есть хруст определенный. Также хотел бы обратить внимание на то, что в тачку зашит сразу Jump Start. То есть она стартует, как вы слышите, достаточно резво. То есть сначала идет бросок напряжения, и потом оно стабилизируется. Стартует почему-то всегда с 8 вольт. Напряжение, как я понимаю, не запоминает. То есть вот я, допустим, сейчас поработал на шестерке, выключил, включаю, да, и опять 8. Ну, не существенный косяк, но неприятно. Что касается скорости, то вот сейчас стоит 12 вольт, и мне кажется, что такая скорость вообще ни к чему. Так, я ее, конечно же, перед обзором немножечко покрутил, чтобы понять, о чем вам тут говорить. И первое, что мне не понравилось, это регулировка вылета. Во-первых, она сделана здесь явно, тупо. Почему тупо? Допустим, мы берем VGX, то есть сейчас у нас держак выкручен на максимальный вылет. То есть обычные тачки на максимальном вылете выдают, максимум, что я видел, где-то там 4,5-5 миллиметров. Здесь вы видите, что игла уже торчит из носика миллиметр на 2 точно. Сейчас мы включим.
Ну вот, и получаем такую пику. Ну, по сути, миллиметров 5, да, там есть. Это что касается контурной иголки, да. Но проблема не в контурных иголках, проблема в магнумах. То есть вот у меня квадроновский магнум, раунд магнум. Вставляем. То есть вот на максимальном вылете, посмотрите, какой вылет иглы уже. Это максимальный вылет. И я еще не включил тачку. То есть там еще эксцентрик стоит 4 миллиметра. То есть вот сейчас мы включим. И получаем вот такую херню. Никому не нужно. И для чего это сделано, не совсем понятно. А если я захочу поработать на маленьком вылете, то я этого не смогу сделать. Вот. Потому что толкатель уже еле достает до кончика картриджа. И вот появляется этот дребезг. Ну и, собственно, игла начинает уже нестабильно двигаться и болтаться во все стороны. Вот. При этом подшипники вот здесь вот внутри уже не пружинят, то есть держак на остатках резьбы крутится. Этот момент, конечно же, не продуман. Но он решается, по сути, своими руками, то есть вы можете просто укоротить немного толкатель. По факту, вот комфортный звук, допустим, сейчас, ну вот где-то так. То есть вот это вот минимально возможный вылет на квадроновском магнуме. И то, видите, как он проседает. То есть какая-то странная картина происходит именно с квадроновскими магнумами. У меня есть еще, например, VGX Magnum. Здесь ситуация получше, видите, да? То есть я могу работать на минимальном вылете. При этом ничего не дребезжит. Ну вот. Также есть еще езетовские магнума. Ну, тут тоже все ок. То есть минималка присутствует. Поэтому вопросы по части магнумов только по квадронам есть какие-то нюансы. Дальше, что мы посмотрим дальше? Я хотел бы вам показать, сколько оборотов выдает мотор, потому что на сайте производителя об этом никакой информации нет, только указан рабочий диапазон. То есть, ну, собственно, банка, что и выдает от 5 до 12 вольт. И на этом как бы все. Сколько оборотов выдает, не указано. И мы сейчас это исправим. Для этого я распечатал вот такой вот кругляшок с полоской для лазерного тахометра. Вот 5 вольт. Берем лазер и стреляем. То есть на 5 вольтах 5150, ну пускай будет 5100, 5200. Дальше 6 вольт. Так. Ну вот 6200. То есть где-то на вольт по 1000 оборотов прибавляется. 7200, да, по 1000 оборотов, то есть получается на 12 вольтах мотор выдает где-то 12 тысяч. Да, вот 12,5 оборотов. Это чересчур до хрена и непонятно зачем столько. То есть на том же Ксионе
максимальное количество оборотов порядка 8000. То есть на 9,5 вольтах Xeon выдает 9000 оборотов. Ой, 8. Наш ротор JEB максимум выдает, по-моему, там 9500, но и то на такой скорости никто не работает. Там работают все порядка 8000 оборотов. Здесь 12 тысяч. То есть зачем? Непонятно. То есть комфортная скорость работы заканчивается на 9 вольтах, по сути. То есть это 9300 оборотов. Если вдруг кто-то смотрит обзор и работает на этой тачке, подскажите, допустим, какой максимальный вольтаж вы использовали, потому что 9000 оборотов это, на мой взгляд, уже слишком много, и велика вероятность хорошенько травмировать кожу. С оборотами мы разобрались. Кстати, интересно, мотор очень долго останавливается. Собственно, сама проблема, да, почему человек обратился, сейчас попробую, возможно, будет видно. То есть я сейчас включу. Да, видите, как... Обратите внимание. Вот вал, да, болтается во все стороны. Это погнут вал. Да, собственно, решение проблемы какое? По факту только замена мотора. Мотор здесь, как видите, достаточно маленький. Его габариты, получается, диаметр где-то в районе 20 миллиметров и длина 16. Чем мне, допустим, понравился ДК Lab, это тем, что производитель по факту предлагает вам купить абсолютно все запчасти. Они есть на Алиэкспрессе, то есть если вы залезете к нему на сайт, то можно купить абсолютно все. То есть от эксцентрика, заканчивая банально штангой. Но есть вопрос к ценам по той причине, что $10 за гнутую штангу, ну это какой-то дичь какая-то. Собственно, штанга гнутая стоит так же фактически, как и эксцентрик, который в изготовлении гораздо сложнее. Но если нам надо менять мотор, мотор стоит $80. Неоправданно дорого, и цена на мотор накручена раза в 3. По той причине, что это не кастомизированный мотор, то есть это обычная стоковая версия двигателя, которую вы можете найти в розничной продаже на AliExpress у других продавцов. И тот мотор ничем не будет отличаться по характеристикам от этого. Те же 12 вольт и 12 тысяч оборотов там предлагают. Здесь у производителя мотор стоит 80. Фактически как таблетка Faulhaber, оригинальная, кстати говоря. Плюс, конечно, за то, что у вас есть возможность купить все запчасти, то есть и запасную банку за $56, и держатель за $40. Вот. Но, подводя такие краткие итоги, еще, кстати, да, что мне не понравилось, это то, что мотор, вы видите, да, поджат гужонами. Здесь гужоны вылазят за пределы, то есть, судя по всему, чтобы мотор не съезжал. А вот эти гужоны держат мотор типа в корпусе. И, во-первых, они зафиксированы не очень-то и хорошо. Со временем все это дело раскрутится от вибрации, нет локтайта. И нюанс в том, что они конические, то есть с коническим упором. Я бы делал плоскую, точнее, я бы ставил плоскую шляпу, потому что малейшее усилие, и вот этот конус оставит хорошую вмятину в моторе, то есть что не совсем хорошо. Еще хочу сказать то, что на ремонте у нас сейчас две таких машинки, то есть еще будет видео по ремонту. Ремонт у нас будет в том, что во второй тачке сгорели аккумуляторы, два.
И, как оказалось, сгорели по той причине, что коротнул мотор. То есть, сразу забегая вперед, скажу, что в банке нет защиты от короткого замыкания. То есть, если в моторе перегруз, банка сдыхает. И напоследок, что мы сейчас посмотрим, это соответствие выходного напряжения, то есть индикации. Берем, коннектимся, 5.01, 6.02, 7.03, 8.04, 9.05, 10.12, 11, 12. За регулировку напряжения, конечно же, респект, очень точная. Но, как я уже и говорил, диапазон 9, 10, 11, 12 абсолютно бесполезен, потому что скорости космические. Лучше бы сделали, допустим, чуть пониже, чтобы можно было работать на низких оборотах. В целом, впечатления по машинке такие противоречивые, вроде бы как и прикольно. Хочу, конечно, в следующем обзоре посмотрим, что находится вот в этом аккумуляторе, насколько соответствует заявленная емкость в 2400 мА реальной, то есть на какие там банки стоят. Посмотрим на плату и посмотрим, как ее отремонтировать. В целом, за свои деньги аппарат интересный. Напомню, что у производителя он стоит сейчас в районе там $184. В принципе, годно. Это не флюкс, который стоит там под фактически косарь зелени. Но вы должны понимать, что, покупая такую машинку, по сути, я не знаю, есть ли смысл, допустим, заморачиваться потом с ремонтами. Хотя, если есть возможность купить мотор за $20, мотор можно поменять. Осталось будет разобраться в ремонте аккумулятора, то есть, потому что у китайцев есть постоянно какие-то профессиональные болячки. И, по сути, если вдруг можно будет ремонтировать аккум, то эта машинка становится некой китайской классикой, которой стал Hurricane. То есть ее можно будет чинить и работать ей долго и упорно. Хотя ее стоимость, по сути, отбивается за 2-3 сеанса татуировки там в любом городе, мне кажется. То есть, поэтому, если год отработала, то я думаю, что можно и выкинуть, и купить себе новую. Хотя, судя по тому, с какой скоростью китайцы лупят аккумуляторные пены, я думаю, что через год уже будет что-нибудь там интересное. На этом, собственно, и все. Ага, да, я собрал, включил, но эксцентрик не прикрутил. Ладно, всем спасибо за обзор. Ждите следующий видос по ремонту аккумуляторов ДК Lab. Всем спасибо, всем пока.